Среди экспонатов Музея артиллерии и инженерных войск Санкт-Петербурга присутствуют, на мой взгляд, две группы загадочных артефактов. Первая группа – это так называемый паровой пулемет. На мой взгляд, это переделка какого-то старинного оборудования под пулемет. Живой видеообзор этого агрегата есть на Бусти. А также группа как бы пушек, которые официально стреляли дисками. Их еще называют дискометами. Эти как бы пушки представляют собой устройство с прямоугольным, с овальным и со сложным профилем поперечного среза ствола. Пишут про них следующее. Мне понравилась статья на сайте Top War. Статья, как обычно, в стиле обувания в лапти. Стрельба ядрами уперлась в потолок своих возможностей, и изобретатели пробовали экзотические способы увеличения дальности стрельбы. Профессор Маиевский искал способы увеличения пробивной силы и дальности стрельбы артиллерийских орудий. Например, речь могла идти о снарядах дисковидной формы, выстреливавшихся из орудий со специальным каналом ствола. В своем специальном исследовании о дисковидных снарядах, выпущенном в 1857 году, итальянский артиллерист Сен-Робер предложил несколько способов заставить дисковые снаряды вращаться. Так, дисковой снаряд со свинцовым пояском по окружности мог бы врезаться в вырез в верхней части канала ствола, снабженный поперечными зубцами, наподобие зубчатой рейки, и при движении по такому каналу и встречая сверху большее сопротивление, чем внизу, получал бы требуемое вращение. Очевидно, желая проверить все это на практике, профессор Маиевский в 1868 году предложил орудие с каналом ствола выгнутым вверх, в котором снаряд-диск приобретал бы вращение за счет центробежной силы. Проведенные в 1871-1873 годах стрельбы подтвердили, что расчеты верны. Дисковый снаряд весом 3,5 килограмма при скорости 480 метров в секунду смог пролететь 2500 метров. Но это не точно. Тогда как обычное ядро аналогичного веса всего 500 метров. Тут есть явная нестыковка. Описывается, что пушка была выгнута вверх, а по факту она загнута вниз. Это мы видим по мушке. Конечно, может быть пушка перевернута и у нее две мушки. Мы же начнем обзор с самой интересной пушки, у которой в канале ствола находится зубчатая рейка. Давайте приведу свои доводы, что это изделие не разрабатывалось как пушка. Артиллерия тех лет давно уже в прошлом. А в наши дни есть новые возможности получить и хорошую зарплату, и условия труда. IT-сфера. Специалистов в IT сейчас очень не хватает, поэтому компании просто вынуждены предлагать высокие зарплаты и лучшие условия труда, например, удаленку в борьбе за кадры. При этом стать айтишником может каждый. Для этого не понадобится диплом или знание высшей математики. В первую очередь нужно определиться с направлением и освоить базу. А чтобы не ошибиться с выбором, рекомендую прямо сейчас оставить заявку на уникальный курс IT-специалист с нуля от онлайн-школы Skill Factory. Его особенность в том, что сначала вы на практике попробуете 9 основных направлений в IT, а уже потом выберете направление и продолжите свое обучение, например, на проект-менеджера. Полученные знания сразу отточите, решая реальные задачи от крупных компаний под присмотром менторов, а лучшие работы заберете в свое портфолио, с которым найти работу реально уже после 10-го месяца обучения. Кстати, центр карьеры школы поможет с трудоустройством, ведь если работу после обучения найти не получится, школа возвращает деньги. Все официально и прописано в договоре. Начните свой путь к профессии будущего. Подавайте прямо сейчас заявку по ссылке в описании, а по промокоду разгадки получите скидку 45% на все обучение. И помните, Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Первое и самое главное – низкий вес и объем снаряда диска. Высокая трудоемкость изготовления снаряда, внутренний объем для заполнения взрывчатым веществом очень мал. То есть фугасное или картечное воздействие будет минимальным. Второе – зубчатая рейка и свинцовый поясок. Мы видим зубцы высотой 10 мм. Такой размер обычно делается для зацепления шестерней. Если эта схема теоретически работает, то для раскручивания диска зубцы можно сделать в несколько раз меньше, а то и в 10 раз меньше. Третье – трудоемкость изготовления пушки. Пушка разборная и состоит из множества элементов, которые надо сделать очень точно. Четвертое – неподходящий материал.
мягкий медный сплав, из-за чего пришлось его защищать стальными обкладками. Пятое. Можно было значительно упростить конструкцию пушки и снаряда, сделав казённик таким образом, чтобы пороховые газы давили на верхнюю или нижнюю часть диска, обеспечивая тем самым его вращение. Стрелять это изделие не могло по двум причинам. Во-первых, диск-снаряд со свинцовым пояском не успеет раскрутиться о зубчатую рейку, и он просто застрянет в канале ствола с непредсказуемыми последствиями. Во-вторых, а это самое главное, в нижней части ствола можно разглядеть остатки ласточкина хвоста, углы которого стесаны ободами дисковых снарядов. Так как пушка официально экспериментальная, я предположу, что было так. Сперва стреляли дисковыми снарядами без свинцового пояска, и дальность была метров 5-10. Затем, чтобы уменьшить прорыв пороховых газов через зубчатую рейку, придумали на снарядах и дисках сделать свинцовый поясок, но, поняв бесперспективность данной затеи, пушку отложили. Подробно рассмотрим ласточкин хвост, точнее его остатки. Ласточкин хвост – тип разъемного соединения деталей. В машиностроении это соединение широко распространено на высоконагруженных прецизионных узлах линейных перемещений станков и механизмов. Если в канале ствола мы видим остатки ласточкина хвоста, это означает, что в стволе с высокой точностью перемещалось некое устройство или механизм. Перемещение осуществлялось с помощью зацепления шестерни за зубчатую рейку сверху, для чего зубцы специально сделаны большими, об этом говорилось выше. Моя версия очень простая, что были найдены высокотехнологичные артефакты прошлой цивилизации, и не разобравшись, что это такое, попробовали их приспособить в качестве пушек. Я думаю, вы уже заметили, что кожух с осями для крепления к лафету был приделан по месту позже. Ласточкин хвост был сделан специально для продольного перемещения в стволе некого механизма. Самые простые варианты перемещения – первый – это рейка и шестерня, а второй вариант – это винт и гайка. В первом варианте перемещение осуществляется за счет шестерни. Шестерня вращается за счет вала или шагового электромотора. Если перемещение осуществлялось с помощью винта и гайки, то не нужна зубчатая передача. Самый простой пример – это тиски. Кстати, в тисках тоже применяется система соединения ласточкин хвост. Развиваем мысль далее. В стволе этого устройства перемещался какой-то элемент. Что же это могло быть? Больше всего эти странные пушки похожи на высокочастотные волноводы. Определение. Для передачи энергии от генератора к нагрузке в высокочастотном диапазоне используются волноводы. Волновод представляет собой полую металлическую трубу с различным профилем поперечного сечения – П-образные, N-образные, круглые, овальные и так далее. В микроволновых печах используются только прямоугольные волноводы. На кораблях подобные волноводы делают для устойчивости к коррозии из бронзы. Состоят они из сегментов, общая длина волновода может быть длиной несколько десятков метров. Обратите внимание на то, что волноводы крепятся друг к другу с помощью фланцевых соединений, которые мы будем встречать дальше и на других дисковых пушках. Я предполагаю, что эти устройства относятся к волноводам ВЧ-техники. Для чего же в нашем образце мог понадобиться ласточкин хвост? Можно предположить, что по стволу перемещались непосредственно излучатель, зеркало или несколько зеркал, приемное устройство. А само перемещение задумывалось для фокусировки, подстройки, отражения сигнала и тому подобных целей. Во всех случаях перемещаемое устройство с рабочей части не должно было иметь подвижных и выпирающих устройств, которые просто бы мешали работать. Для перемещения можно было использовать несколько вариантов. Первый – когда вал в месте привода имеет скользящее зацепление. Для перемещения устройства вал вращает шестерню, сам не выпирает за пределы, а другая сторона вала перемещается в скользяще вращающем устройстве. Второй – использовался небольшой, но мощный шаговый электромотор. В наши дни, с учетом ширины канала ствола, подобных я не встречал. Передача электроэнергии могла осуществляться по гибкому проводу наподобие провода от электробритвы. Третий – с помощью зубчатого ремня и устройства натяжения. Похожий способ перемещения можно увидеть в планшетных сканерах.
Какой способ нравится вам больше? А может, вы придумали другой способ? Напишите в комментариях. В итоге моя версия, что это стартовый или финальный элемент из области ВЧ-техники. Теперь рассмотрим пушку системы Андрианова. Пушка сделана из медного сплава, скорее всего из латуни. Я обращаю внимание, что в казенной части пушки есть фланцевое соединение, которое было получено на токарном станке. То есть весь ствол обточили на токарном станке. Также мы видим, что в казенной части было высверлено 2 отверстия для крепления последующего ВЧ-волновода. В верхней части ствола мы видим отверстие сложной конфигурации до механизма запирания ствола. Это может быть как отверстие для ВЧ-излучателя. В пушке имеется устройство запирания ствола. Я предположу, что для этих целей в изначальном волноводе было выфрезеровано соответствующее отверстие сложной формы. С правой стороны мы видим стенку приделанного позже механизма запирания ствола, и она очень тонкая. Толщина стенки всего около 10 мм. Для установки пушки на лафет на эту пушку был одет как бы кожух с 2 осями. Видно, что эти кожухи не родные и приделаны позже по месту. На торцевой части как бы дуло просверлено 4 отверстия, в них нарезана резьба для крепления последующего элемента волновода. Если заглянуть в дуло, то видны следы копоти и гари. Возможно, из этой пушки волновода действительно стреляли, но недолго. Вот так выглядел снаряд-диск, сделанный из стали, латуни и свинца. Для повторения сложной формы канала ствола на снаряде изготовлена квадратная шайба. С обратной стороны снаряда квадратной шайбы нет. Нетрудно догадаться, что при такой сложной форме ствола, а также при несовершенстве формы снаряда, пороховые газы будут прорываться между снарядом и каналом ствола, и эффективность будет низкая. Также обращает на себя внимание, что пушка сделана из металла на высоком техническом уровне, а снаряды к ней сделаны кустарно на гораздо более низком техническом уровне. Я предположу, что при выстреле подобный снаряд, состоящий из нескольких разнородных материалов, мог развалиться в канале ствола или при полете. Также вопросы к эффективности подобного боеприпаса и к массовому их производству в случае принятия на вооружение. На пушке есть что-то вроде мушки, но приделана она могла быть позже. Третья странная пушка с овальным изогнутым стволом системы Маиевского. Пушка латунная. В казенной части мы видим стальную пластину с отверстием, прикрепленную 2 винтами, предназначение которой неизвестно. В верхней части и справа есть по отверстию с резьбой для крепления следующего элемента волновода. Запирающее устройство отсутствует. Фрезеровка латуни там, где должен быть клиновый затвор, выполнена на высоком техническом уровне. В верхней части есть площадка, возможно, для прицельного приспособления. Были ли они изначально или выфрезерованы позже при попытке переделать в пушку, неизвестно. Если заглянуть в дуло, то внутри видны черные следы гари. С торцевой части дула нет отверстий, зато есть мушка. Стреляла она вот таким овальным снарядом, состоящим из 3 разных материалов. Все те же вопросы, а для каких целей был изготовлен изогнутый ствол, причем изогнут он вниз. Если был изогнут вверх, то я еще могу это понять, для увеличения дальности полета, для лучшего подкручивания снаряда и так далее. Если же ствол изогнут вниз, то это уменьшит дальность полета. То есть что произошло? Катастрофа первой половины XIX века оставила после себя множество артефактов. Метро, Титаник, низ у которого сварной, а верх клепанный, кабелеукладчик Great Eastern, Царь-танк, японские цельносварные корабли большого водоизмещения. На всех современных кораблях есть радары, для работы которых как раз и применяются ВЧ-волноводы. Корабли простояли долгое время. Самое ценное стали разбирать на металл. Снятые волноводы нашли или на самих кораблях, или кто-то пытался их продать на переплавку.
В общем, система навигации была разобрана, часть элементов утеряна, и в конечном итоге инженерам достались отдельные элементы. Что это всего лишь часть от большой системы, они, скорее всего, не знали. Так как было найдено на кораблях, подумали, что это какое-то супероружие погибшей цивилизации, и попытались разобраться в принципах его работы со знаниями, имевшимися на тот момент. В итоге получились экспериментальные дисковые пушки. Вот такая моя версия. Ваша правильная, как всегда, в комментариях. А на этом все. До новых встреч. Пока.